Привет, меня зовут Топи, а это я, и это все, что тебе нужно знать обо мне сейчас. Давайте рассмотрим некоторые особенности вооружения и стилей стрельбы в нашей игре Apex Legends. И начнем мы с дробовиков. В игре представлено аж 3 варианта этого скиллового и одновременно фанового оружия. Во-первых, это Мозамбик, обрез, стреляющий 3 фрагментами по 15 урона каждый. В магазине имеет 3 патрона. Урона достаточно, чтобы убить противника без брони, но целиться нужно аккуратно, так сказать, стрелять наверняка. Эффективен на ближней дистанции в силу большого разброса поражающих элементов при выстреле. Во-вторых, автоматический дробовик Ева-8. Мощь, скрывающаяся в магазине Евы, внушает уважение. 504 урона, без учета попадания в уязвимую точку. Ствол скорострельный, создает ощущение легкости и вседозволенности. Отличный выбор как на стадии лута, где Ева характеризуется как вилка 2 удара 8 дырок, так и вспомогательным слотом для ближнего боя в поздней игре. В отличие от своих собратьев, делает промахи в дуэли не такими критичными из-за скорострельности и вместимости магазина. Наконец, последнее и самое разрушительное оружие семейства дробовиков – Дедов карабин, а в неточном переводе – Миротворец. Апогей разрушения создан для мастера ближнего боя, наносящего урон несопоставимо с продолжением киберспортивной карьеры оппонента. Разовый урон без учета уязвимой точки равняется 110 единицам. На стадии лута нет штуки более разрушительной и эффективной – выстрел – труп. Только цельтесь точно, низкая скорострельность вкупе с малым количеством боеприпасов в магазине обязывают. Высокий разовый урон – характерная черта всех дробовиков, что дарит продвинутому пользователю возможность скрываться, менять позицию между выстрелами, уберегая его от концентрированного ответного огня, да и фокуса внимания оппонентов. Высунулся, показал нос, выстрелил и скрылся обратно. Пока боец с автоматическим оружием вынужден держать свою жертву на прицеле в течение нескольких секунд, что не всегда возможно и почти всегда чревато ответным огнем, дробовишник же совершает выверенный выстрел и тут же вновь скрывается за препятствие, чтобы перезарядить оружие. Сражаться с таким вот сусликом – удовольствие ниже среднего. Такой стиль стрельбы требует достаточно высокого навыка умения быстро наводиться на врага. И к этому нужно стремиться. Уход в непростреливаемую зону после выстрела из дробовика хотя бы частью корпуса поднимает вашу выживаемость в разы. Плохим тоном будет спешная стрельба по готовности. Ведь любой дробовик перед выстрелом требует небольшой, до полсекунды паузы. За этот миг вы должны ответить себе утвердительно на вопрос, а попаду ли я вообще по нему сейчас? И тогда уже стрелять. Прицеливание правой кнопкой не замедляет вас, что позволяет использовать преимущество Бесачок и персональный щит Гибралтара в полной мере. Один простой совет для начинающего дробовишника. Наказывайте противника, который в ближней дуэли без конца применяет тактику подпрыгивания, как горный козел. Стреляйте по его бубенцам после прыжка, ведь в игре нет возможности поменять направление движения, если персонаж находится в воздухе. Совершать прыжковый маневр успешно человек в здравом уме может только тогда, когда от него подобного не ожидают. Теперь плавно переходим к моему любимому виду оружия – снайперским винтовкам. В сущности, первая снайперская винтовка «Тройной эффект» по свойствам очень близка к дробовикам. Ее часто используют без сильной оптики, поражая оппонентов на ближней дистанции пистолетного выстрела. Однако в чем же особенность снайперского оружия в Apex? С его помощью можно заметить противника издалека – это раз. Не стрелять без надобности – это 2. Серьезно, распространенная ошибка начинающего снайпера в том, что он стремится сделать выстрел, чтобы попасть. Однако такие выстрелы на дальней дистанции больше раскрывают вашу позицию противникам, чем способствуют хоть сколько-нибудь удачному развитию событий для вас и вашего отряда. Почему вредно стрелять из снайперского оружия в противника не только на дальней дистанции, но и на средней, если не будет одновременной поддержки от союзников непосредственно в ближнем бою? Все дело в том, что ни одно снайперское оружие в игре не убивает человека в броне в голову. Даже краббер не возьмет шлем 3-го уровня. А найти добровольца оппонента, который после первого же выстрела по нему не скроется за ближайшим укрытием, или как минимум не начнет петлять, сбивая прицел, сложно. То есть в лучшем случае для вас вы нанесете урон. Противник потратит пару батарей щита для извлечения, а вы потеряете элемент внезапности. А значит, снайперское оружие будет уже не так эффективно. Обратите внимание на игру Звезд Твича. Большинство из них меняет снайперское оружие на что угодно другое. Для зрелищной игры не подходит ремесло разведчика, но оно с лихвой подходит для красивой тактической победы. Быстро рассмотрим разновидности снайперского оружия. Ключевое различие между этими пушками заключается в ответе на вопрос,
как убивать перед взрывом. Для эффективного использования G7 нужно потренироваться стрелять очень быстро, причиняя большой урон противнику за короткий промежуток времени. Такой способ стрельбы требует умения гасить отдачу, ведя мышку вниз так, чтобы точка прицела всегда находилась на противнике. Длинным луком бёрстят через выцеливание уязвимой точки. У этой снайперской винтовки отличный потенциал снять свою цель с 2 выстрелов, если по какой-то причине она не пожелала отступить за препятствие. Впрочем, для эффективной инициации 2 попаданий в грудь будет достаточным уроном. На большой и даже средней дистанции наоборот, тройной эффект начинает промахиваться всеми своими фрагментами. Во всяком случае, он решает проблему первого выстрела, то, что нам и нужно. Разведчиком и тройным эффектом можно стрелять на ближней дистанции от бедра, на случай, если вы вынужденно вооружились ими в начальной стадии. Длинный лук весьма неточен без режима прицеливания, имейте это в виду. Что объединяет снайперские винтовки? Их нужно отложить в сторону после успешной инициации и сократить дистанцию, напасть вместе со своей командой. Заметили недруга, выждали, пока он окажется в простреливаемой позиции. Удачный выстрел или 2 из снайперки, кидаем гранаты, сближаемся и достаем Мозамбик. Вот примерно действие снайпера здорового человека. Теперь поговорим про людей со скорострельными автоматическими пушками. Пулеметы, пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, всех их объединяет необходимость сведения своей цели прицелом. Успешность применения сильно зависит от частоты обновления изображения на мониторе, количестве кадров в секунду, а также от систематических тренировок по компенсации отдачи в обучающей миссии. Дело в том, что абсолютно все оружие в игре имеет предсказуемую траекторию фиксированной отдачи. При должной сноровке, без приклада, реально стрелять, скажем, пулеметом Spitfire на средней дистанции строго в верхнюю часть фрейма противника, как будто разброса нет вообще. Стиль стрельбы риск, постоянный спор, кто кого перестреляет, излюбленное занятие абсолютно большинства скилловых игроков. Из пистолетов-пулеметов советую обратить внимание на модель R99. Штучка очень скорострельная, обладает огромным уроном в секунду и быстрой перезарядкой. Логика стрельбы: высунулся, быстро дал половину или всю обойму, но это уж как пойдет, и спрятался для быстрой перезарядки. На средней дистанции не так эффективно, однако шансов на выживание оппоненту на ближней дистанции оставит мало. Из штурмовых винтовок следует выделить Flatline, самую косую и неудобную из коллег по цеху. Остальные две имеют прекрасную стабилизацию, а Hemlock еще и огромный урон. Правда, стреляет очередями по 3 патрона, ну или одиночными. Пушка стоит того, чтобы к ней привыкнуть. Оба пулемета по-своему смертоносны. Преданность из-за огромной скорострельности Spitfire берет разовым уроном и практически бесконечным магазином при хорошем весе. Позволяет косить без перезарядки, а иногда и без остановки целые отряды. Ну и напоследок мои любимые банальности. Любое оружие является лишь продолжением вашей разящей руки, а рука – продолжением головы. Оружие, что в руках стреляет, рука замахивается на победу, а уязвимая точка надежно закрыта шлемом, иначе делов не будет.